В музее Института археологии и этнографии сохранились женские костюмы разных этнокультурных групп. Ну, практически всех, которые проживали здесь, на территории Западной и Восточной Сибири. Это и старожильческие этнические общности русских, это и переселенческие группы, к которым мы относим переселенцев конца XIX – начала XX века. Надо сказать, что степень изученности костюма, конечно, высокая у нас в Сибири. Ну, во-первых, мало того, что они изучены в соответствии со своим образом жизни, поверьями, включенность этих костюмов в обрядовую жизнь, календарные, семейные обряды, составлены карты распространенности тех или иных видов одежды, головных уборов, обуви. Все это у нас есть. И поэтому мы можем спокойно говорить о одежде крестьянок разных этнокультурных групп. Ну, первое, здесь первопоселенцы и, так сказать, хозяева Сибири, закорененные сибиряки или вековечные сибиряки, они еще называют себя, это сибиряки и челдоны. Сибиряки – это потомки выходцев с европейского севера, челдоны, которые тоже считают себя потомственными потомками первопоселенцев Сибири, связывают свое происхождение с рекой Доном, то есть сакральной для славянских народов. Поэтому у них в костюме действительно присутствует не сарафанный комплекс, а комплекс юбки с кофтой. Наверное, стоит остановиться особо вот на костюме челдонов, поскольку этот костюм включает не просто юбку из кофты, но и в процессе модернизации к концу XIX – начала XX века он принял облик костюма городского. И вот как раз представлен в нашей коллекции костюм челдонов, значит, Западной Сибири. Он и в таком виде и, значит, наблюдается у нас. Головной убор у них тоже не включал уже какие-то архаичные славянские уборы, но это платки, это файшонки, это шали. И поэтому вот их такой модернизированный костюм, он вызывал удивление у переселенцев конца XIX – начала XX века. Они говорили, что это костюм имеет вид костюма барыни, вот, и, в общем-то, не хватает только зонтика и перчаток, может быть. Одевали тоже верхние одежды типа городского пальто. И вот таким образом челдоны в своем костюме действительно соответствуют вот костюму донских казаков, донского казачества. Причем это наблюдали и многие выходцы из категории ссыльных, которые здесь пребывали. Это и Дрыгос, который был сослан в середине XIX века, это Эва Филинская. В середине XIX века она писала, что даже на наибеднейшей батрачке можно увидеть тонкое белое белье, иного никто не носит. И дальше пишет: только убор на головах женщин отличал чиновичьих жен от неблагородных. Первые носили маленькие чепцы, а другие – шелковый плотный разноцветный платок, облегающий голову и придающий форму дыни. Ну, почему форма дыни? Потому что под платок все-таки одевали шашмуру. Народный убор, тоже он северно-русского происхождения, в виде чепца с таким жгутом поперек головы. Он придавал голове такую, ну, немного, вот, видимо, форму такую нарядную, которая нравилась челдонам. И надо сказать, что действительно наши наблюдения этнографические подтверждаются историческими фактами. Историки подсчитывают, что вот, значит, сибиряки, старожилы, их жены мало занимались ткачеством, льнопредением и мало проводили времени за ткацким станком. И это было, значит, как бы, по их мнению, не очень хорошо, поскольку женщины имели много свободного времени. Но действительно высокое социально-экономическое положение, которое обеспечивало вот этот высокий уровень обеспеченности семьи, позволял
мужчинам, значит, вот мужьям закупать для женской половины своей семьи шелковые, полушелковые, шерстяные ткани, ну, как правило, китайского производства. Поэтому, когда сюда приехали переселенцы, увидели челдонов, вот так одевающихся в нарядные городские костюмы, платья, вот, которые застегивались сзади, они видели, что им помогают либо, значит, члены семьи одевать это платье, самой его не одеть, либо даже служанки у них работали. Значит, все это, конечно, у них вызывало удивление, что как так простые крестьянки, а так нарядно и богато одетые. Вот, значит, что касается групп старообрядчества, тоже в нашей коллекции представлены костюмы киржачек. Это комплекс с сарафаном-горбачом, ну или его можно назвать, это платье без рукавов, со складками, которые идут от спины, очень живописно, они заканчиваются хвостом. На самом деле эти сарафаны-горбачи, названные так по причине того, что закрывают горб, то есть спину. То есть спина не на лямках, сарафан не на лямках держится, а вот такой сплошной, как платье, только без рукавов. И вот эти сарафаны-горбачи являлись и праздничной, и моленной одеждой. Причем эта одежда сохранилась в качестве вот моленной до настоящего времени. До настоящего времени и в поморской, и в федосеевской общинах. Эти сарафаны висят на крючках, и только когда их одеваешь, можно проходить и молиться. Наверное, единственная категория наших, так сказать, соотечественников, которая сохранила специальный моленный костюм. Кроме того, сохранился в среде старообрядчества, ну, киржачек и прочих групп, значит, двоеданок тех же или курганок, костюм, который называется холодай. Значит, он представлял собой уже платье, то есть тот же горбач, но с рукавами до локтя. И вот это платье тоже использовалось как нарядное, праздничное. Ну, а раньше, когда жили люди традиционной культурой, то есть до революции 1917 года, это платье, конечно, и праздник, и, так сказать, он имел и религиозный всегда, да, так сказать, оттенок. И вот эти холодаи, их также одевали на праздники, ну и в том числе на семейные. Они одевались с головным убором, который представлен в виде цветастой шали или, значит, в виде шашмуры. Ну и, наконец, две специфические группы у нас. Это вот поляки Алтая и семейские Забайкалья, которые являются именно специфическими для населения Сибири. То есть это вот экзотическая одежда, которая носилась только в этих группах. Это, значит, у поляков сарафанный комплекс, что говорит сразу о том, что это основа все-таки старообрядцев этой группы составили выходцы с севера и центра России. Как-то Швецова Мария Васильевна писала в XIX веке о том, что паневы, она упоминает об этом, но, видимо, паневы быстро вышли из употребления, то есть это вот женская набедренная одежда южнорусских губерний. Но вот как-то она здесь не прижилась, совершенно очевидно, потому что не было такого, так сказать, в окружении подобных традиций, поэтому только упоминания сохранились об этом виде одежды. Вот. У семейских Забайкалья тоже это сарафанный комплекс, который одевали, значит, поверх рубахи, и тоже это свидетельство того, что несмотря на то, что вот по идентичности, по заявлениям самих вот носителей культуры семейских, у них есть и какие-то украинские включения, тем не менее победил вот этот сарафанный комплекс. То есть у них тоже, как у поляков Алтая, комплекс сарафанный – это преимущественно. Вот. Кроме того, сохранили старообрядцы общеславянский вид рубахи, это поликовая сборчатая рубаха, которая отличает славянские народы от всех прочих, финских, тюркских и так далее. Вот. И сохранили ткачество поясов узорное, сохранили очень сложный головной убор, который включает кичку,
это включение, значит, кокошника этой формы и, кроме того, шаль с большим набором украшений. Кроме того, полячки, по их рассказам, раньше носили еще и украшения, значит, в виде двух подвесок, вот, которые, значит, на которых прикреплялись такие комочки из гусиного пуха. Они распухались, так вот, распушались, когда мукой их изваляют, и вот они так вот с двух сторон здесь, значит, прикреплялись к кокошнику. Но вот, к сожалению, по-моему, ни в одном музее у нас не сохранилось этого у нас в стране. Ну, а это о чем свидетельствует? Это свидетельство того, что были включения южнорусских здесь в состав вот полячек Алтая. Наверное, такое многообразие женских костюмов, сохранность их в разных этнокультурных группах Сибири, свидетельство того, что именно женщины главные хранительницы не только очага, но и семейных традиций. Поэтому, если не носят эти вот традиционные виды одежды, но они хранятся как память, как семейная реликвия, что и дало возможность нам, этнографам, описать традиционную одежду для разных групп населения. И это как раз свидетельство того, что женщины более консервативные, что ли, чем мужчины.